Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. Начал замечать, что, наверное, самый часто задаваемый вопрос в комментариях, что же ставить на фидер, леску или же шнур. И в интернете уже давно есть несколько толковых видео и статей на эту тему, но раз спрашиваете, значит данный вопрос все еще актуален. И сейчас я постараюсь коротко на него ответить, исходя только из своего опыта и наблюдений. И раз мы уже говорим на эту тему, сразу хочу дать один полезный совет по выбору фидерной катушки. Если же вы на 100% уверены, что будете ловить фидером только на реке, такую белую рыбу, как плотва, густера, там чихонь, белоглазка, синец, лещ и прочую подобную рыбу, то смело можете выбирать любую понравившуюся вам фидерную катушку с одной низкопрофильной шпулей в комплекте. Но если вы предполагаете, что с этим же фидером будете также выезжать на озера, где обитает крупная и мощная рыба, такая как карп, толстолоб, белый амур, то в таком случае я рекомендую выбирать катушку, которая комплектуется двумя шпулями. И в идеале, чтобы одна шпуля была вот такая вот низкопрофильная, а другая обычная глубокая. Позже станет ясно, почему именно так. На самом деле у нас есть очень простая тактика, и мы ее придерживаемся уже много лет. Когда мы выезжаем на реку и понимаем, что будем ловить классическим фидером на течении, то всегда без исключения на катушке намотан шнур. Прежде всего это связано как раз с тем самым течением. Ведь именно на течении шнур максимально проявляет свои превосходства перед леской. Во-первых, шнур намного прочнее лески, а значит со шнуром мы можем позволить себе использовать более тонкие диаметры даже при больших нагрузках. А чем меньше диаметр, тем лучше он режет воду. И соответственно у нас больше шансов застопорить кормушку на точке, чтобы ее не сносило. Ведь известно, что основная сила течения давит не на кормушку, а на леску или на шнур. И соответственно, чем тоньше этот материал, тем меньше на него давление. И второе огромное преимущество шнура на течении – это отсутствие его растяжимости. Например, если мы ловим на дальней дистанции и шнур немного выгнуло дугой, мы без проблем увидим даже самую аккуратную поклевку. С леской же такой вариант не прокатит, и даже поклевку крупного леща можно спокойно пропустить. Лучшие диаметры шнура для фидера это 0,12, 0,14 и 0,16 мм. А теперь рассмотрим другой вариант, когда мы берем фидер и едем в настоящий водоем ловить карпа. И неважно, это будет флет фидер или классический фидерный монтаж. Тут уже нет никакого течения, любая кормушка будет стоять на точке и на фиксацию поклевок ничего не влияет. Но карп, толстолоб, амур, рыбы очень сильные и зачастую приходится с ними побороться. И вот как раз здесь нам пригодится та самая растяжимость, которой обладает леска. Благодаря этой растяжимости в момент вываживания будут гаситься резкие удары рыбы, а также будут прощаться некоторые ошибки, которые допускает рыболов. Соответственно, количество сходов и поломка снастей сводится к минимуму. Как правило, диаметр лески для ловли карпа мы используем 0,25 и 0,3 мм. Вот поэтому я вначале и говорил, что для таких случаев лучше всего покупать катушку с двумя шпулями. Таким образом мы можем себе позволить использовать одну и ту же катушку как на классическом, так и на карповом фидере. Теперь коротко подведем итоги. Первое. Едем с фидером на реку. Наматываем шнур. Диаметр шнура лучше всего использовать 0,12, 0,14 и 0,16 мм. Все зависит от того, какие веса кормушек вы будете использовать. Второе. Едем на озеро ловить фидером карпа. Обязательно наматываем монолеску. Мы обычно используем лески в диаметре 0,25 и 0,3 мм. И третья рекомендация. Если вы планируете одним и тем же фидером периодически ловить и на озере, и на реке, советую покупать катушки, которые комплектуются двумя шпулями. Как я уже ранее говорил, в идеале, чтобы одна шпуля была вот такая низкопрофильная, и другая шпуля обычная глубокая. Таким образом мы получаем возможность использовать одну и ту же катушку как на классическом, так и на карповом фидере. Вот такие вот рекомендации и такие вот выводы. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Я ответил на ваш вопрос, кто этим интересовался, что лучше поставить на фидер, леску или шнур. Думаю, теперь вы знаете. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!